как видим, тут будто бы человек упавший вот. Но тут почему-то у людей, у всех, я заметил, что очень большие ноги вот. Вот и голова какая. Видите вот, как это выглядит жутко. Вот видите, человек как расположился вот. Лежит на животе, ножки тут. Ну посмотрите, Вета, ну и голова. Сегодня я приведу вас в место, где сама земля, кажется, пытается что-то прокричать, но камень сковал этот крик навечно. Мы находимся в самом сердце Баварии, на заброшенном поле, которое местные называют Фигуренфельд. Но не обманывайтесь названием, это не просто парк скульптур. Посмотрите на эти формы, на эти искаженные лица. Они выглядят как тени, застигнутые врасплох, в момент абсолютного отчаяния. Под этим тяжелым свинцовым небом, когда-то тучи буквально касаются земли, атмосфера становится невыносимой. Я иду здесь совершенно один, и мне кажется, что сотни пустых каменных глаз следят за каждым моим движением, за каждым моим вздохом. Что это на самом деле? Просто застывший бетон или это призраки прошлого, которые не смогли покинуть это поле и превратились в камень, чтобы предупредить нас о чем-то важном? Сегодня я пройду через этот каменный ад, чтобы показать вам то, что многие боятся даже представить. Тишина здесь не успокаивает, она давит. Приготовьтесь, друзья, потому что это путешествие вы не забудете никогда. Мы начинаем. Всем привет, друзья, идем снимать. Самое страшное, жуткое место здесь, в баварских лесах. И очень высоко. Прошлый ролик вам зашел, поэтому давайте сегодня все поставим лайк и пойдемте посмотрим, что именно на этом месте происходило. В прошлый раз, когда я был, немножко было снега здесь, мороз, лед. Ну и было скользко вот спускаться. Так как видите, вот где мы находимся, друзья. Вот. Посмотрите, вид. Здесь, кстати, только что лисичка пробежала. Фу. Сейчас спустимся и посмотрим там все эти скульптуры, на что они напоминают, что именно здесь происходило, кто их автор. И обратим внимание на эту собачку со шевроном. Там кто-то мне писал очень много про эту собачку. Надо же будет где-то остановиться, найти ее. Вот, сначала вот. А потом уже вот посмотрим, что за шеврон. Друзья, посмотрите, как это выглядит отсюда. Вот. Внимательно. И напишите в комментариях, сколько здесь скульптур находится. Вот. Давайте посмотрим, кто из вас угадает. Обязательно пишите, сколько здесь скульптур. Просто это шедевр. Очень жуткое, страшное место. Вот. Прям в лесах, в горах. И давайте начнем немножко показывать все это. Вот как видим, тут будто бы человек упавший. Вот. Но тут почему-то у людей, у всех, я заметил, что очень большие ноги. Вот, вот и голова какая. Рука. Это все немножко жутковато выглядит. Я не знаю, там у нас получится или не получится показать каждую по отдельности, но то, что я изучал, я вам потом скажу. Именно происшествие, кто сам автор этого места. А посмотрите, здесь человек, у него ноги там повернуты. Видите, вот как это выглядит жутко. Это как будто не человек, какое-то существо наземное. Их тут очень много. Не хочу упустить, а не показать все. Есть и лежащие, вот.
Очень много людей писали, что это связано с войной. И могу сказать, что они были правы. Вот видите, человек как расположился. Вот. Лежит на животе, ножки тут. Ну посмотрите, Вета. Ну и голова. И какая-то огромная рука. Вот здесь, походу, были вандалы или что? Или что-то само по себе так случилось. Давайте посмотрим. Вы обязательно пишите, сколько их здесь, друзья. Кто угадает, посмотрим, что и как. Посмотрите, это прям жуткое зрелище, друзья. Не буду много говорить, пока что буду показывать просто. А вы пишите ваши варианты в комментариях. Надо же будет найти собачку там с шевроном. Посмотрите, вы это. Тут иноземные существа и как будто люди вот на поле боя. А, вон собачка с шевронами там. Посмотрите, вы этого. Вау. Вон еще собачка. Вот у нее шеврон. Что это такое, я не знаю. Но это что-то от местного художника там. Как видите, здесь, посмотрите еще раз, друзья, вот внимательно. Они огромные просто. И прямо это находится, вот как видите, елочки здесь, в горах, в лесу. Никаких домов здесь нет жилых. Фу. Здесь именно приседают, поднимаются и ползут по полю творчества художника. Необычный контраст с пустынными пейзажами, Юрий. Отдельные фигуры сначала идут в пустоту, где фигуры сливаются, образуя причудливое замороженное поле битвы. Некоторые из вас уже угадали, когда я в прошлый раз снимал, что это все связано с полем боя и битвы. Именно эти скульптуры здесь символизируют счетность войны и насилия. Посмотрите, какие они все. Молодец те, кто в прошлый раз писал именно такое вот. Посмотрите, посмотрите, лежащие какие. Сам художник Алоис Вунс Миттеррекер работал над этими фигурами из портланд-цемента, друзья. Гранита и базальтовых зерен. И он работал над ними более 20 лет. Но и, к сожалению, сам не успел видеть завершение своей работы. А часть фигур была установлена только после его смерти в декабре 1975 года. А ну посмотрите, вы это жутко как выглядит. Стараюсь не упустить. Вот лежачий. Рука на голову, ножки расправил. А это ползящий воин. Посмотрите, как
Но это отображается, наверное, после войны, какие они были искалечены. Все работы именно Алоиса Вунша Миттерекера, который родился в 1903 году, были отвергнуты нацистами во время Второй мировой войны. Он работал иллюстратором в прессе во Франции и даже в Эстонии. Посмотрите. Вау. И ему приходилось документировать в рисунках театры военных действий с горами трупов, которые вы и видите именно здесь, на этом месте. Горы трупов и поле боя. А это тем самым переживание, которое никогда не покидало его. Когда попал в плен, из которого был освобожден в 1947 году, и тем самым после освобождения жил в этом городе, и с 1958 года посвятил себя основной работе в своей спартанской студии в Виллибальцбурге, а сам не искал контактов с другими художниками, жил для себя и не дожил до установки своих фигур. Здесь именно, друзья, как видите, напоминается поле боя с мертвыми, изуродованными и ранеными людьми. А некоторые фигуры напоминают на застрявшего инопланетянина и почти могли принадлежать тому самому Гигеру. Все эти скелеты выделяются повсюду, напоминая о смерти на поле боя. И тем самым сам автор этого места создал эту работу как памятник войне и ее разрушительной силы. А вот и некоторые внеземные фигуры, так как во многом он старался представить искалеченных людей, о смерти, боли на поле боя. Но мы как сами видим здесь, что здесь присутствуют и внеземные существа, которые вообще не напоминают на людей. Некоторые из них, посмотрите, какие жуткие. Некоторые ползачие. Блин. Это так странно. На этих пока что не вижу никаких шевронов, друзья. Но как видите, некоторые уже еще недолго продержатся. Это огромное кладбище скульптур. А вот и лежащий. Посмотрите, вид. Это как будто смотрит за всем этим, что происходит. На все это. Возможно, здесь сам автор где-то со стороны хотел себя упомянуть, так как у этого
Никаких тяжелых повреждений нету, как можете видеть. Давайте дойдем до этого самого момента и посмотрим. Так как у одного что-то было в руке. В прошлый раз. Просто здесь надо разобраться. Так как их тут очень много. Посмотрите вы этого. Очень жуткое место. А это уже напоминает наползячего, но неземное существо какое-то. А, вот как раз здесь такая металлическая штука. Вот в руках он ее держит. Вот. Видите, вот рука. И вот такая штучка металлическая. Но автор молодец. Посмотрите, еще здесь какие-то непонятные. Я стараюсь показывать те, которые не показал в прошлый раз. Возможно, что-то там есть более интересное, там то, что не осмотрели хорошо. Так как это на вход, это может быть как двери на поле боя, вот. Ну, если просто так представить, вот. Так как видите, там арка. И все это происходит именно здесь, вокруг. Прям в горах. Давайте посмотрим на этого ползячего, который смотрит на нас. У него ноги, как видите, внизу. А почему именно здесь, как могли видеть, мы обошли почти все, а только вот собачки, вот тут шеврон есть. И вот тут это огромная какая-то еще скульптура, которая уже разваливается. Ну, это уже тяжелая, блин. Да, друзья. Давайте подойдемте еще к собачке, глянем. Вдруг еще что-то есть. Что-то, что даст нам какой-нибудь знак. Посмотреть. Пишите, друзья, кто знает, что это за шеврончик. Тоже тут здесь что-то застрял, как будто застряло в этом самом. Это граната, как граната или что? Жутковатое место, конечно. Тут как памятник что-то. Человек в виде рыбки, что ли. И это что такое? Как бомба.
смотрите, друзья. Ага. Глаза, рука. И вот тут какой-то знак. Может, это кто-то недавно рисовал. А может, это так... Это как будто человек, который спрятал свое лицо рукой. Блин, жуткое зрелище. Вот так он искалечен здесь. На все эти фигуры, которые здесь находятся на поле боя, некоторые наземные, некоторые земные, некоторые в виде самих людей, как здесь, как видите, защищающиеся. Вот голова и руки как будто защищаются от чего-то, что прилетит. Вот голова. Но все они искалечены, друзья. Вот. И что самое интересное, на всю эту войну, которая здесь, смотрит именно отсюда. Он. Причем они не сильно изуродованы. Это 3 памятника каких-то. Здесь уже даже видите и обувь. Но почему-то, наверное, в конце войны они все подняли руки вверх. Там и голова, и все. Они все с руками вверх, друзья. Вот. Прошу заметить, вот. Посмотрите вы это, все с руками вверх. Давайте еще этого посмотрим, а потом немножко вокруг поинтересуемся. Это тоже вот ножки, и вон там руки, вот как поднял вверх. Фу. Сзади ничего не написано, но у каждого по-разному. Как видите, здесь и здесь пустое, а там и здесь одинаковое. Как будто они наблюдали за всем этим процессом. Фу. Ну вот, друзья. Некоторые, которые прошлый ролик смотрели, который набрал почти 12 тысяч на сегодняшний день, были правы, что это именно поле боя, разрушительная война, которая многих искалечила, и некоторые внеземные существа, которые, возможно, появились на помощь. Жутко это все смотреть, наблюдать, поэтому... Я с этого места с вами прощаюсь. Когда-нибудь еще я здесь вернусь. Если что-то еще новое узнаю, и обязательно поделюсь с вами, друзья. Огромное спасибо вам за то, что прошлый ролик набрал столько лайков. Я надеюсь, что и этот вы поддержите. И в самом конце мы узнаем именно правду. Вот, кто с кем здесь воевал. С этого места я с вами прощаюсь. Хранит вас Бог, берегите себя и своих близких. А я поехал дальше. Чао.